Привет, мои дорогие! Начинаем, как обычно, вечером по фронту, а потом уже уходим в политику. Я уже дома, слава богу, добрался. Уставший очень сильно, поэтому так вот именно сжал все, чтобы максимально быстро все выдать, потому что очень-очень уставший. Днепропетровское направление. Российские войска захватили населенный пункт Варваровка. Также россияне заняли несколько опорных пунктов ВСУ южнее. Фиксируются атаки российских сил в сторону соседней Елено-Константиновки. Судя по всему, для создания плацдарма на правом берегу Гайчур, что позволит им вклиниться в выстроенный вдоль реки рубеж обороны украинской армии и развивать наступление дальше на запад в обход Гуляйпольского укрепрайона. В Гуляйполе силы обороны перебросили подкрепление и сформировали новую линию обороны вдоль реки, замедлив продвижение армии России. При этом прорыв к северу от города, вероятно, вынудит ВСУ рассредоточивать боеспособные резервы по линии фронта. Ну так это очень хороший прецедент как раз вот туда вот сверху, с Брянской области и с Беларуси. Ну видите, как американцы так начинают такие делать всякие массажи для Лукашенко, для того, чтобы он не выпустил трафик оттуда, я имею в виду, вы поняли меня, военный трафик, чтобы он не выпустил оттуда. И вот они почему к нему часто ездят. На Константиновском направлении российские войска продвинулись от Александра Калинова к трассе на Константиновку, а также вышли к восточной окраине Берестка. Идут бои в городской застройке Константиновки, дорогие мои. Северское направление. Россияне после захвата Северска закрывают карман южнее и продвигаются в район Выемки. Украинские военнослужащие отмечают активизацию российских войск западней населенного пункта Сако и Венцетти в районе Васюковки. Идут бои за Закотное, Озерное, Свято-Покровское и Резниковку. Также Также российские силы продвинулись в Балку к северо-западу от Северска, приблизившись к трассе Лиман-Северск. Это попытка взять под огневой контроль украинскую логистику и вынудить силы обороны реагировать на угрозу с фланга, дорогие мои. Переходим на Мирноград, и тут история окружения, как она развивалась. К 23 ноября российские войска оттеснили ВСУ из Сухого Яра и окрестностей Балагана. А еще через некоторое время захватили территорию шахты Центральная. К началу декабря российские войска заняли всю южную часть Мирнограда и расположенные в ее окрестностях лесополосы. Это заключает непосредственно Military Public украинских. К 4 декабря российские силы замкнули кольцо вокруг города, закрепившись в полях между Покровском и Родинским. К 10 декабря присутствие украинских войск сохранялось только в микрорайоне Брянка, в центре Мирнограда и в соседнем Светлом. На данный момент силы обороны в городе практически не оказывают организованного сопротивления. Наиболее укрепленные узлы обороны россияне атакуют ФАБами с УМПК, то есть которые управляемые, дорогие мои. Ну, сегодня уже переходим к политике. Сегодня очень много было заявлений, как со стороны Зеленского, я вам читал как раз в первом новостном выпуске, когда в дороге был, так и со стороны Мерца, потому что все происходило в канцелярии канцлера Германии, ну и Мерц там выступал. Ну и не только он, потом уже там и Макрон, и другие делали заявления. Но они по большей части пустые, они там даже свой план предоставили, я его вам прочитаю. Просто это какой-то сюр на самом деле. Поэтому ничего, ну как бы Уитков сказал, что там есть какие-то продвижения, что Россия на 90% согласится с этим планом. Ну посмотрим, что за 10%. Потому что говорят, что они могут убедить Россию, чтобы Украина пошла в Европу. Но, опять же, в Европу какую? Там и европейцы-то особо ее не хотят брать. Ну, без разницы. Для Зеленского это важно. Объясню, потому что он останется при власти, потому что он сможет доказать, за что хлопцы погибали. А европейцам выгодно тоже этот сценарий оставить Зеленского у власти. Поэтому они, конечно, будут делать имитацию уборной деятельности, как Украина заходит в Европу, чтобы вот показать украинцам, что действительно мы вас туда принимаем, просто там с огромным количеством ограничений. Ну, сам факт, дорогие мои.
Поехали. Мерц сегодня делал заявление, что использование замороженных активов России необходимо, чтобы показать Москве, что продолжение войны бессмысленно. Ну, знаете, это по большей части пустослов. Я больше ничего не могу сказать. И типа сегодня его, и вчера его день был. Ну, я имею в виду вчера, позавчера. Потому что все проводили в канцелярии канцлера. Он же должен был там что-то там квакать, дорогие мои. Поехали дальше. Сегодня, вот я же вам читал Ми-6, да, что делали доклад. Вот сегодня и, опять же, другие, военачальник штаба обороны Британии тоже давал. Сыновья и дочери Великобритании, сыновья и дочери Великобритании, язык немного заплетается, потому что очень уставший, должны быть готовы к борьбе с Россией, заявил главный маршал авиации Великобритании Ричард Нейтон. По его словам, есть риск нападения России на Великобританию. И нужно рассказать гражданскому населению страны, семьям и домохозяйствам о том, как подготовиться к целому ряду реальных физических угроз. Какие-то, как сожгут их там в 2 секунды. Ну, дорогие мои, у меня вопрос, а марсиане не хотят на них напасть? Или другие инопланетяне? Откуда-то? Он не хочет домохозяйство об этом предупредить. Это сюр, просто реальный сюр, о котором как раз вице-премьер Италии говорил, что у них проблемы там внутри, во внутренней политике, особенно, как видите, Британия впереди планеты вся, за комментарии там 12 тысяч пересадила. Ну и вот он завершает: ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру. Что? Ну просто чистейший сюр, дорогие мои. И вот читаю вам еще один из сюров. Это РБК Украины пишет, что Европа представила план гарантий безопасности для Украины. План включает 6 ключевых пунктов. Постоянная военная поддержка Украины, силы ВСУ сохраняются до 800 тысяч военнослужащих в мирное время для сдерживания агрессии. Какая агрессия в мирное время? Объясните мне. И защиты территории. То есть хватало там каких-то полицейских, пограничников сдерживать, да, там, защищать территорию. Сейчас 800 тысяч надо. Ну, пилить бабки надо. Ну, и мне кажется, что не только пилить бабки, а для того, чтобы их наоборот, вот, читаю дальше. Многонациональные силы Украины под руководством Европы должны быть. Дальше формируется в рамках коалиции решительных при поддержке США для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море с возможными действиями внутри Украины. Понимаете, да, этот намек? То есть они хотят, наоборот, восстановить и потом пойти там отбирать какие-то территории. То есть они хотят ровно столько же военных противопоставить России, только уже до зубов вооруженных, да, там с ракетами, с самолетами, с каким-то водным транспортом. Они сегодня там радовались, что они лодку подводную взорвали, а как оказалось, нет, не взорвали. Взорвалось рядом. Но все равно пердеж стоял такой, что ой-ой-ой. Поехали дальше. Механизм контроля прекращения огня. Мониторинг под руководством США с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них. Юридически обязательные гарантии безопасности в случае нового нападения, обязанность реагировать военным, разведывательным, экономическими и дипломатическими мерами. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсации ущерба со стороны России. Российские активы в ЕС остаются заморожены. Поддержка вступления Украины в ЕС. Не могу материться, да, чтобы это обозначить, как это должно звучать. Вот. Ну и опять же, затяжка, да, которая идет. Там Трамп тоже делал сегодня заявления. Некоторые, они такие, знаете, как обычно, да, еще 2 недели и все будет подписано. Вы помните, это началось еще с апреля месяца, и вот по сей день, еще чуть-чуть мы уже стоим на пороге. В ближайшее время в Майами пройдут переговоры рабочих групп США и Украины с участием военных, которые будут смотреть на карты в рамках подготовки мирного соглашения. Это Аксиос пишет. Ты же пошла игра карт. Понимаете, да? Поехали дальше. 90% вопросов между Россией и Украиной решены.
после последних переговоров, заявил официальный представитель Белого дома в комментарии Sky News. По его словам, Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО, предоставляемые Украине. Чиновник отметил, что в Берлине был достигнут прогресс по этому вопросу, но предупредил, что гарантии не будут предложены вечно. Он добавил, что после последних переговоров наблюдается прогресс в сокращении разногласий между Россией и Украиной, а также активизируются дискуссии по территориальным вопросам. Официальный представитель заявил, что Россия будет открыта к вступлению Украины в ЕС. Кроме того, он сообщил, что Дональд Трамп доволен результатом переговоров делегаций США и Украины в Берлине. Переговоры прошли действительно позитивно, и по ряду вопросов было достигнуто согласие, отметил чиновник, добавив, что некоторые моменты остаются для обсуждения, но прогресс уже очевиден. Собеседник также подчеркнул, что европейские представители проявили себя превосходно, выразив надежду, что стороны будут двигаться к миру. Напомним, что главным предметом разногласия остается территориальный вопрос. США настаивают на полном выводе украинских войск из Донецкой области, на что Киев пока не дает согласия. Ну, вроде же Зеленский уже начал говорить про это согласие, причем подчеркивая, как я сказал, что это типа его идея. Ну, хотя там я уже слышу вонь, уже есть вонь такая между строк среди нациков. Лавров обсудил с представителями Американской торговой палаты перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей между Россией и США, сообщили в МИД России. Прекрасно, видите. Пока Зеленый хочет там в кровь и в мясо, ну, уже все начинают договариваться по теме. Смотрим оговорку по Фрейду, дорогие мои, я вам ее переведу, кто не знает украинский язык. Поїхали. Безпекові гарантії. Чи можна собі уявити, що трупи НАТО або ЄС будуть забезпечувати там, де тепер є лінія фронту заморожена? Багатьох людей також цікавить, чи до Різдва ми досягнемо перемир'я? Трішечки, напевно, там були помилки з перекладом. Я думаю, україномовні люди зрозуміли, про що я. Да, трішечки было все по Фрейду, как говорится. Это она, переводчица, перевела как. Безопасные гарантии. Можно ли себе представить, что трупы НАТО и ЕС будут снабжать там, где теперь линия фронта заморожена? Многих людей тоже интересует, достигнет ли к Рождеству перемирия. А Зеленский говорит, что немножечко, наверное, там была ошибка с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я. Это реальная оговорка по Фрейду. Ну, вы поняли, про трупы, да? Трупы НАТО. Ой, да, это, конечно, порвало немножечко. Ну и хочу показать вам, что СБУ показывала, вот там служба безпеки. Вот они, у них, видите, есть какая-то крыса, которая камеру там разместила, либо как-то подгрузили дрон-ждун какой-то туда. Вот они там, вот видите, где подводная лодка находится, она правее находится от взрыва. Но они написали, что она там повреждена настолько... Ну, смотрите, видите, там, где вода взорвалась, то есть он где-то в угол вошел, промахнулись. Вот, а она рядом стоит, ничего с ней не произошло. Сейчас они будут показывать, что у нее там что-то загорелось. Вот пошло какое-то там облако, да, смотрите. И вот там что-то у подводной лодки дымит там. Показывают. Ну, что там дымит? Лишь бы Шреку лишь бы похвастаться, как говорится, и больше ничего. Так что, дорогие мои, вот такая вот у нас на сегодня ситуация. Там есть еще много всяких интересных вещей, которые маленькие. Я их не размещаю для YouTube, только в Telegram, поэтому туда заходите. Например, там сегодня один из украинских политиков придумал идею. Говорит, для того, чтобы уменьшить потребление в Украине, надо поднять брать за 1 киловатт по 10 гривен. Ну, просто понимаете, да? Насколько они относятся к своему собственному народу. А на 100 гривен подними. Да и вообще, перестанет существовать это потребление. То есть, и люди, да, уйдут куда-то.
будут гореть квартиры. Как я помню, в 23-м году, когда не было света подолго, реально по 53 часа у нас не было света. Ну, жесть. Причем ты смотришь на улицы, фонари работают, а дома пустые. И пожаров было столько, просто немерено. Пожаров было очень много. Это кто-то баллоном грелся, забыл его закрыть, вынесло полдома там, ушло. Особенно в Кадорах, там целые стены отлетали. Ну, одесситы знают прекрасно. Пожаров было просто много. Ну, Одесса действительно страдает очень сильно от этих нациков, потому что они там производство дронов открыли, которые запускают те же бэки и так далее, которые вот там возле этой подводной лодки взорвался. Ну, хочу сказать, что вот на момент записи уже пошла атака в сторону Одессы шахедами, мне кажется, добьют, да, после сегодняшней атаки на Новороссийск, которая пошла, добьют оставшиеся подстанции, и я не злорадствую, дорогие мои, я просто, знаете, как это, рассуждаю холодно. Ну, чего тут скрывать, да, грубо говоря. Тут нечего скрывать. Ну и также подняли МиГи, которые переносят вот эти ФАБы 150-ки. Потому что там говорят, там ФАБ 500, 500 ФАБ не пролетит там 200 километров, потому что у него вес большой. А 150-ка, она пролетает туда. Вот. Ну, опять же, видео вы видели у меня в телеграм-канале, где 14 прилетов Ну, уже бьют не только по стойкам, бьют еще по земле, где по основанию. Ну, он ляжет скоро, увидите там. Еще пару дней, и они его добьют. И все, и это это выдохнут. Одесситы выдохнут, серьезно. Вот. Ну, они начнут там катерами перевозить, я уверяю. Ну, целый состав долго ты будешь перевозить катерами, это факт. Вот. Тем более Днестровский лиман, он очень мелкий. Там, чтобы загрузиться, так нужно хорошо уйти под ватерлинию, а он очень мелкий. Поэтому они не смогут там нормально. И баржи там грузить нормально не смогут. Да и баржи тоже шахеды будут поджигать. Это выжгут там вообще весь Днестровский лиман, все, что там и у рыбаков, и у кого угодно. И будет как это, дед с бабкой закидывать, и больше ничего. Поэтому с этим выдохнем, как минимум. Ну, с этим направлением. Начнут завозить через маяк и подобьют маякский МОКС, как я и говорил. Окей, дорогие мои, на данный момент уже все. Пойду отдыхать, потому что очень уставший, дорогие мои. Подписываемся обязательно сюда, на Телеграм, на резервный. И я вас всех обнял.